Добрый день, уважаемые друзья-майнеры! Сегодня 1 апреля 2019 года, но это не первоапрельская шутка. Мы сегодня поговорим про карты FPGA. Я не буду останавливаться на их конструктивных особенностях, исходя из того, что наш зритель, который будет смотреть это видео, уже разобрался с этими картами. Мы поговорим о проблеме охлаждения карт FPGA. В зависимости от битстрима карты могут потреблять и, соответственно, выдавать в виде тепловой энергии до 500 Вт. И это является реальной проблемой. Дело в том, что если у ASIC, например, S9, 189 чипов, каждый имеет свой радиатор, и они распределены на 3 хэшбордах, то в карте FPGA один чип, и он имеет совсем никакусенький радиатор. То есть охладить эту карту до тех температур, до которых охлаждаем мы в иммерсионке, на воздухе не получится совершенно точно. Можете даже не пытаться. Я ради интереса порылся в интернете. В разделе «Умелые ручки» нашел несколько подделок энтузиастов всяких разных. Вот. Одну из этих подделок вы можете сейчас видеть на экране. Какие есть альтернативы? Есть еще водянка. Да, водянку можно сделать для 1, 2, 3 карт. Вот как выглядит для 2 карт, вы можете посмотреть, вот, пожалуйста, на экране. Очевидная вещь, что рано или поздно вы все равно придете к иммерсионке. То есть, если у вас большой объем, если вы говорите о 10, 100, 1000 картах, это только иммерсионка. Вы рано или поздно к этому придете. Лучше это не откладывать и сразу заниматься правильными вещами. Мы объявляем конкурс на лучшую конструкцию, на самую креативную конструкцию охлаждения FPGA-карты. Вы сами будете определять, кто выиграл. Присылайте фотографии под нашим видео, и вы сами выберете победителя. Он получит вот такой вот майнер на 3 ASIC. Ну, мой дед шутит, что это наш ответ на пенсионную реформу. То есть ASIC для студентов и пенсионеров, ну, потому что он бюджетный. Ну, а всем остальным, мы про них тоже не забудем, подарим изоленту с фирменной надписью BMiner. Вот. Ну, а значит, если перейти к нашему майнеру, вот он, значит, перед вами. Не удивляйтесь, что у него такой вот необычный цвет. Просто был большой заказ из ближневосточной страны, одной из. Вот. Прям вот огромная тайна, все скрывают, и никоим образом даже страну настаивают, чтобы я не называл. Вот. Ну, цвет у них, так сказать, ислама, традиционно зеленый, вот они такой выбрали. Как говорил Генри Форд на заре автомобилестроения, цвет автомобиля Ford T, он тогда выпускал, может быть любым, при условии, что он будет черным. В нашем случае цвет может быть любым, при условии, если он попадает в световую гамму выпускаемого промышленностью полипропилена. Значит, что касается майнера или установки для иммерсионного охлаждения карты FPGA, это уж кто как называет, моя жена вообще называет это мусорным баком. Ну, тут у кого какой жизненный опыт, наверное, ну и образование, соответственно, тоже влияет. Итак, установка иммерсионного охлаждения для карт FPGA рассчитана на 24 карты. Для этого в ней установлены 3 кассеты. В каждой кассете, соответственно, располагаются 2 блока питания и 8 карт. Безразерная плата, материнская плата и 8 карт. 8 карт любых. Это могут быть карты FPGA, вы можете туда напихать, если у вас нет 24 карт FPGA, временно другие, любые видеокарты. Вот, в различных комбинациях их использовать, ну и со временем потихоньку заполнить все 24 ячейки. Значит, в комплект мы поставляем свои блоки питания, можем использовать ваши, если они подойдут, или если есть возможность их вообще физически туда запихнуть. И вообще мы можем под вашу задачу немножко видоизменить внутренний объем установки.
Ну вот сейчас здесь мы майним ZeroX биткоин на битстриме с подстраиваемой частотой. Можете посмотреть результаты, которые мы получаем. Значит, ну, в районе 17 и температура до 60 градусов. Примерно на обоих карточках. Ну а внизу мы майним эфир. Температура 27. Вот так. Чисто для эксперимента. Ну вот, несмотря на то, что карты FPGA известны уже много лет, такой вот повышенный интерес к ним разгорается прямо сейчас. На удивление, люди заказывают установки. Вот эта установка нам досталась из партии, в которой предполагалось охлаждать 1000 карт BCU 1525. Вот 2 из них стоят здесь, а остальные где-то майнят там. Наши мусульманские друзья не дали возможность нам подснять ферму с картами FPGA. Оно того стоило. 1000 карт FPGA в одном месте не каждый день увидишь. Но 1000 асиков в одном месте, пожалуйста, вы можете посмотреть. Вот наши проекты, которые мы осуществляли. Это опять одни из тех проектов, где нам разрешили что-либо снять. Number 1. You can see the temperature of the cabinet is 28.7. Here all the miners are running. I'm going to show you the flow and everything else. You can see the oil is running, and these are all the pipings as per requested, as per the drawing. Ну вот на этой карте я втыкал кнопочки в те населенные пункты, откуда у нас были клиенты. Ну, когда стало ясно, что кнопок нужно слишком много, я стал втыкать булавочки. Предполагалось, что каждая булавочка это 10 установок. Вот. Но потом и с этим тоже возникли проблемы, и тогда я стал обозначать флажками отдельные фермы. То есть вот ферма, где больше 10 установок, это вот булавочка с флажком. Ну и потихонечку майнинг стал перемещаться в Казахстан, вот, и потом вот сюда, вот, страны Ближнего Востока. Сейчас это основные наши покупатели. Причем они перешли уровень майнинга на асиках и теперь уже покупают установки иммерсионного охлаждения для карты FPGA. Ну, собственно говоря, наша компания BMiner началась с того, что мы сделали первую иммерсионную установку. Это был август 2017 года. Вот она до сих пор работает. Прошло 2 года. Стоят 2 фермочки. Я даже забыл, когда последний раз открывал крышку. Ну, майнят что-то там себе. Я даже не очень интересуюсь, что. Для нас больше важен сам факт, что они работают. Ну, вот здесь вот видна эволюция, так сказать, технической мысли. Сначала вот эта вот установочка, которую вы видели с картами, потом, значит, мы перешли к асикам, потом мы пытались всякие разные делать эксперименты. Сейчас немножко так вот меняю. Значит, заказали свои платы в Корее, распечатали и сделали вот такой вот майнер. Очень удачный, на мой взгляд, очень компактный, очень мощный по хешрейту. Вот. Но немножко остановилась у нас вся эта работа в связи с падением битка. Возможно, он будет востребован чуть позже. Вот. Перед этим, тут вот немножко стоит телега впереди лошади, мы для того, чтобы убедиться, что это возможно, собрали из 2 B8 вот такой вот майнер. Вот он тоже уже работает больше года, года полтора, наверное. Ну и дальше так вот мы тут разные всякие пенсионный майнер. И вот эпогей, так сказать, нашей деятельности, вершина технической иммерсионной мысли – это майнер для карты FPGA. Собственно, я думаю, что за этим будущее. И
Это позволит не только майнить, это может помочь создать нейросети, это искусственный интеллект. Это вообще куча задач и космических, и всяких разных, и в медицине, и вообще все что угодно. И вообще за этим будущее, я так думаю. Ну а время нас рассудит. Спасибо за внимание.